Ты хочешь знать, как наколки делают в тюрьме? Тогда добро пожаловать. Всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня я расскажу вам, как и кто делает наколки в местах не столь отдаленных. Естественно, опираясь на свой опыт. Для тех, кто впервые на моем канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я рассказываю свой опыт, чтобы люди не совершили моих ошибок. Также хочу смотивировать изменить свою жизнь, как сделал это я. Видео не несет никакой пропаганды, агитации. Я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Так, с чего бы начать? В этом выпуске будет: чем колят, где берут тушь, так называемую, где берут машинки, кто колет, что там за мастера, что за художники, чем это чревато, какими последствиями, в общем, ну и небольшой такой гайд по моим татуировкам. Ставим лайки, подписываемся на канал, если кто не подписан, на мои соцсети, ссылки в описании, ВК, Инстаграм. И не забываем подписываться на второй канал, там выходят другие ролики, это влоги и также прямые эфиры каждую субботу и четверг в 19:00 по московскому времени. Погнали! Итак, давайте начнем с того такого момента, вот этого, не знаю, как его назвать, технического, да? То есть чем там колят. Машинка, она из себя представляет, даже не знаю, ну, самый распространенный вариант — это моторчик из плеера. Каркас делают из ложки, либо там, ну да, обычно из ложки. В общем, колят либо струной, вот, находят струну, если это зона именно. Либо, знаете, еще чем можно колоть, в общем, разгибают пружинку от зажигалки, накаливают ее и разгибают, она получается вот такая тонкая, ну, опять же, струна. Вот. Систему эту, как ее делают, в принципе, она несложная, простая. Что как бы более тяжело найти, это регулятор мощности. Дело в том, что блок питания тоже достаточно несложно там найти, потому что есть машинки бритвенные, они разрешены, еще что-то. Но вот если всю эту конструкцию подключить как бы без регулятора мощности, такой так называемый звучок есть такой, знаете, обычно его берут из старого радио, регулятора громкости. Потому что нагрузка небольшая, в принципе, можно им регулировать силу тока, подающегося на этот мотор. Чик, чик. Вот, в общем, этот механизм, короче, если его напрямую подключить, он будет просто резать чуть ли кожу. То есть он слишком быстро, моторчик это будет крутиться, это будет очень больно. Вот. Ну, в принципе, несложная конструкция. Если кому-то интересно, прям вот эти вот все подробности, тонкости, как, чего, зачем, у меня есть, в общем, закрытый телеграм-канал. Как туда попасть, посмотрите в видео по ссылке в описании. Ну, или вот здесь сейчас подсказочка выскочит. Просто здесь гляньте, короче. Там много чего интересного, мы обсуждаем всякие прикольные штуки. Итак, ну, которые я не могу здесь озвучить на ютубе. Что-то забыл это сказать, что ли? Ну, ладно, погнали. Так. Чем колят, чем еще колят, ну вот сама тушь. Сама тушь, раньше ее добывали таким кустарным тоже способом, сейчас все чаще затягивают именно саму тушь. Вот это, знаете, канцелярская, которая продается или продавалась. Раньше Союзпечать были вот эти магазинчики маленькие, сейчас в Москве все посносили. Вот. Но, как бы, ну, короче, поняли, да? Тушь это продается. Обычная тушь. Не которая там в салонах и так далее. Вот, в общем, а когда ее не было, били так называемой жжёнкой, кололи. Как ее добывали? Вот видите, костер горит, да, он не просто так здесь, смотрите. В общем, брали каблук от этих, как он называется-то, ну, вот эти вот, в армии берцы, а там они называются, мы, короче, их называли гады или коцы, короче, вот, ну. Ребят, если у вас есть какая-то татуировка, портак, обязательно пишите в комментариях, каким образом вы ее получили в армии, не знаю, в тюрьме, либо на какой-то хате. Потому что раньше татуировки могли иметь далеко не все. Тату-салонов было мало, они были очень дорогие, и если у тебя была татуировка, она была связана с каким-то особенным событием. Я жду, я все читаю, все посмотрю обязательно. Итак, в общем, брали вот этот каблук, его поджигали, брали железную тарелку, вот. И вот эта копоть, которая шла, то есть вот горит этот каблук, и у тебя глаза горят. Вот, и над ним, короче, тарелка, эта копоть идет
на дно тарелки, днище, так сказать. Вот. Потом, короче, эта копоть собирается, ее счищают, собирают там в газетку, вот, заменяют сигаретку. Короче, смешивают с мыльной водой, иногда не просто водой, чифер заваренный, и зеленку туда добавляют, это как дезинфекция идет, и, ну, как бы она такая более черная становится. За счет этого наколки имеют, кстати, такой зеленоватый оттенок у некоторых. У меня, слава богу, он небольшой, потому что зеленые наколки смотрятся, конечно, вообще трешак. Вот. Есть некоторые еще добавляют туда свою мочу, вот, тоже типа как обеззараживают. Ну, я когда с жонкой колол, я себе никакую мочу туда не добавлял. Вот. Ну, как-то я вот брезгую вот этим. Вот. Короче. И вот эта консистенция, ее смешивают все вместе, там, в баночку какую-то, в общем, вот это вот. Яд этот, отраву, я не знаю. То есть, по сути, если разобраться, тебе колят резиной. То есть, резину тебе. Вот за счет этого люди, которые, ну, сейчас вот хотят избавиться от каких-то татуировок, которые они сделали там по молодости, ну, в армии вроде тоже так делают, да? Ну, отпишите обязательно обратную связь, дайте, кто служил в армии, такие татухи себе делал. Вот. И как бы сейчас кто хочет свести, блин, жонку очень тяжело выводить, но выводят. Вот, есть лазеры там всякие, еще что-то. Короче, теперь поговорим об ответственности. Делать татуировки в местах лишения свободы запрещено законом, поэтому если поймают, посадят в изолятор. Вот. Но все делают, естественно, всем пофигу, особенно первыми 40-ми. То есть все, что вот у меня есть наколки, вот они вот еще вот здесь вот у меня, вот так вот, то есть на плечах, вот здесь вот грудь. Ну, вот. То есть это все я сделал первыми 2 40-ми, потом я еще 2 срока просидел, короче, я уже ничего не делал, и я наоборот думал, нафига я это сделал. Потому что не зря говорят, что наколки это второй паспорт, у меня все наколки, которые у меня есть, они что-то значат. Но сейчас я забил некоторые, скажем так, татухи, которые мне мешали, там, ну, они ничего теперь не значат. Вот, а так вообще все значит, то есть, как бы, ну, было видно, что ты из мест лишения свободы, и, как бы, ну, короче, второй паспорт. Вот. В общем, все кололи, всем пофигу. Также это чревато тем, что все-таки это тюрьма, там место очень грязное, можно чем-то заразиться, заболеть. Вот. Но все равно все делали, всем было пофигу. Вот. Короче, теперь давайте поговорим, наверное, о том, как я начал себя синить, как началась моя синяя болезнь. В общем, первую татуировку я сделал наколку. Кстати, есть разница вообще, татуировка или наколка, я хрен его знает. Ну, наколки типа в тюрьме делают. Первую наколку я сделал вот здесь. Ее сейчас уже не видно. Даже если я сфоткаю здесь и прилеплю здесь, сейчас вот скриншот этот или как его, снимок, короче, вы не поймете, потому что я забил, здесь был узор. То есть вот такого где-то размера. Узор кельтский, помните, был модно кельтский, вот эти осьминоги. Вот. Короче, делали мне делали ее на свободе, то есть сел я первый раз в 16 лет, смотрите, плейлист «Гопник аудиокнига», короче, там я все рассказываю, в общем, первый раз сел в 16 лет, в 14 мне сделали вот эту наколку, пацан делал сидевший, короче, ему было лет, наверное, 19-20, в общем, он сделал такую машинку, я его не увидел, просто он в татухах, вот, и что-то там как-то мы заобщались, я говорю, можешь колоть? Он говорит, могу. Вот, сделал мне эту татуху, и тогда это было типа, ну, вообще круто, потому что, ну, в 14 лет вот у меня появилась татуировка, ну, в общем, в тату-салоне реально тогда никто не мог себе ничего позволить, их было даже в Москве мало, то есть я это делал, мне было сколько, 14 лет? Год, наверное, 2000, вот так вот. То есть делали все кустарным способом, либо на каких-то хатах, либо вот тюрьма, армия. Я, кстати, после того, как мне сделали татуху, мне пацан тут оставил машинку, вот, я, короче, начал своим друзьям, малолеткам, тоже бить наколки, от которых они потом кое-как избавились. Я, наверное, сделаю видос на втором канале, там вот такой вот у меня истории из детства бывают, проскакивают. Ну и лайв-канал, там, короче, какие-то поездки, еще что-то, обзор на мою машину, дачу. Вот, обязательно подписывайтесь, переходите. Вот. Короче, мне наколол вот эту наколку. Это первая моя была наколка. Бабушка мне еще, когда я приехал на лето в Рязань, сказала, о, в тюрьму готовишься потихоньку, да?
Ну, я такой, да ладно, что там туда-сюда. Хотя вот, ну, да, уже в то время я как бы чудил, так хулиганил, что-то каким-то мелким криминалом промышлял. Вот. Ну, собственно, в 16 лет уже сидел. Поэтому никому не советую ничем плохим заниматься, ребят. Жите спокойно, счастливо. Дай бог, чтобы все хорошо у вас всех было, здоровья. Вот. Заранее всем желаю. Вот, и спокойной жизни. Потом, когда я попал, здесь вот у меня наколка, типа, вот это я себе S набил сам. Ну, типа, это было Сергей, типа, да, там, раньше было так модно, типа. Буква там, не знаю, там, С, там, С, С, там, не знаю, В, там, Володя, да, и там, здесь вот Вася на пальцах. Ну, короче, здесь вот буква твоего имени такая, типа, в лучах. Но все почему думали, что это, типа, север означает. Мне говорили, типа, ты же на севере не сидел. А потом случилось так, что я набил ее заранее, на севере я потом тоже посидел. Вот. И когда попал я первым сроком, я вот эту вот наколку 1 в 4 стенах набил. Вот эти вот 5 точек непонятные, короче. В кубике есть эти, знаете, зарики, пятерка, цифра 5. Вот. Потом, когда я приехал в зону, в Брянск, там я набил себе вот этого паука с паутиной и вот эту колючку. Здесь все было пустое. Вот. Вышел там, ну, я думаю, как так отсидел, наколки не набить, да, что это фигня-то. В общем, вышел. Маме, естественно, не понравилось это. Вот. Ну, я думаю, ей не понравилось, что я в тюрьме сидел. Ну, ладно. Все, что я засинился, все остальное, вот. И вот этот Партак сейчас тоже там будут перебивать. Вот здесь эти, там все вот эти атрибуты криминальной арестантской жизни, от которой сейчас я пытаюсь избавиться от этих следов. Это все вторым сроком. Вот, то есть вторым сроком. И теперь плавно я вам сейчас расскажу, кто такие кольщики. Я вот подошел. Кольщики это просто это сволочи. В большинстве своем сволочи. Дело в том, что там нормальных мастеров практически нету. А если они и есть, то есть, ну все, они постоянно заняты, к ним надо там записываться, с ним хрен договоришься. Но таких, которые, типа, у кого не спросишь, типа, там, да, я умею. А по итогу он вот бьет на тебя, не знаю, как будто вот ты черновик какой-то, на тебя тренируется. Вот, по итогу потом приходится идти к нормальному, к другому кольчику, там, что-то переделать, перебивать. Вот, они, в общем, все, кого не спросишь, говорят, все, я умею, я там что-то кольчик там от Бога, короче, вот. Мне там даже там рисовать. Некоторые рисуют на рисунке, потом переводят. Потом только колят. Некоторые начинают сразу колоть. Мне вот какое-то месиво здесь накололи, но мне вот более-менее так что-то как-то забили, ну, чтобы было хоть как-то терпимо, скажем так. Вот. В большинстве своем, короче, ни хрена они не умеют, они, ну, реально там каляка-маляка. А нормальных кольчиков, которые могут тебе хорошо наколоть, что-то там даже в тех условиях, короче, их реально единицы. Также хочу вам сказать, что это очень больно, если вы хотите себе сделать татухи какие-то. Я вот недавно, когда забивал себе вот татухи, там забивали мне час каждую. Я вспомнил, я проклял все, и это вольной машинкой мне били. Где тушуют, там такая вот есть иголки, там их несколько, и там тебе затушевывают. Я не знаю, как я раньше терпел вот эту тюремную машинку, там же забивают, блин, там вообще, это очень больно, ребят. Как только вы собрались сделать себе наколку, к примеру, да, все, вы решились, идете, как только вы сели в кресло, 2 секунды прошло, как вам начали колоть, вы сидите и думаете, блин, зачем я на это согласился, это очень больно. Это очень больно, и, знаете, это больно, противно, неприятно, короче. Я никому не советую, особенно девушкам. Для девушек я считаю, что вообще нельзя портить тело, оно и так. Женское тело, оно само по себе прекрасно. Мне лично не нравятся татуировки у девушек. Вот. А вы, кстати, можете тоже по этому поводу что-нибудь написать. Но вот как-то так, ребят. Подводя итог, это больно. В большинстве своем случаев это некрасиво. Это незаконно, ну, говоря о тех местах. Вот. Это опасно каким-либо заражением. Короче, ничего хорошего особенно это не несет. И, в общем, я бы лично не советовал. Сейчас бы я не делал ни одной наколки, честно вам скажу. Вот так.
На этом, наверное, я эту тему прекращаю. Пожелаю вам здоровья, ребят. Не занимайтесь фигней, не попадайте ни в какие передряги. Не дай бог тоже никакие места лишения свободы. Смотрите то, что я вам рассказываю. Это история из моей жизни. Мотайте на ус, делайте выводы. Также хотел бы огромное спасибо сказать всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать» и выбирает разный уровень спонсорства, который открывает дополнительные, скажем так, возможности для спонсоров, такие как ранний доступ к контенту, неудавшиеся моменты с съемок моих роликов, упоминания спонсоров, ну и всякие прикольные плюшечки. Посмотрите по ссылке в описании, либо нажав кнопочку «Спонсировать», какие возможности открываются. Все, ребят, всем добра, всем всего самого наилучшего. Давайте увидимся, берегите себя.